Книга 13. Тао. Путь вознесения. Самоанализ. Интроспекция. Самоанализ – это один из основных факторов человеческого вознесения. В элементарном определении, самоанализ – это умение заглядывать в себя и расшифровывать свои негативные эмоции, внутреннее напряжение, боль, раздражение и всевозможные страхи, давая собственным спонтанно возникающим реакциям, чувствам, ментальную оценку, с целью сформулировать свой страх, вытащить на поверхность, определить его специфику, и сделать всецело осознанным. Затем идет выбор: либо и дальше идти по жизни с таковым, либо высвобождать его намерением, хотя уже в самом процессе осознания стереотипа вершится высвобождение. Ну а далее, неизбежно следует изменение своего возможного будущего, в котором нет места ситуациям, что резонировали бы с вибрациями преодоленного страха, ибо сами ситуации воспринимаются и протекают уже абсолютно по-другому, меняется собственная реальность человека. Личность состоит из целого набора кармы и бессознательных стереотипов, глубоко вложенного страха и боли, которые, в общем-то, и создают у человека неосознанную спонтанную реакцию на то или иное обстоятельство, или речи собеседника, лишая возможности сознательного выбора в ситуации. Оставаясь невысвобожденной или неинтегрированной, эта бессознательная реальность снова и снова притягивает в жизнь эмоционально схожие события, которые, возможно, меньше всего хотелось бы проживать, и формирует то, что многие обреченно нарекают словом «судьба». Интегрирование своих полярных бессознательных аспектов и собственных предков ведет к сознательному выбору, росту энергетики и, в конце концов, преобразованию биологии в кристаллическую. Большая часть стереотипов досталась каждому по родословной и является тем, что когда-то испытали в себе, на себе, наши предки, и в свою очередь, не смогли с этим справиться, вогнав все искажения, боли и обида внутрь, и тем самым передав это будущим потомкам, то есть нам с вами. Помимо стереотипов, существуют еще давлеющие мыслеформы, или, говоря упрощенно, бессознательное программирование, в котором живет и действует каждый человек, даже не подозревая, что можно кардинальным образом редактировать или полностью менять программу, таким образом, способствуя разворачиванию как вокруг, так и внутри себя более радостной и целостной реальности. Да, при этом неизбежно будет нарастать напряжение рядом с теми, кто живет в догме и стереотипах 18 самовоспроизводящихся мыслеформ, или, другими словами, все больше будет иметь место потеря резонанса с социумом, существующим в старой парадигме. В ходе высвобождения, некоторые восходящие подойдут к тому моменту, когда назреет вопрос о важном выборе в своей жизни, ибо внутренние компромиссы со старой парадигмой, на определенном уровне, уже могут становиться препятствием собственному вознесению, вплоть до обращения его вспять. Если говорить приближенно, то во время любого общения, или после, когда идет осмысление отношений, интроспекция предполагает концентрироваться внутри себя на возникающих ощущениях и мыслях, при этом как бы отстраняясь и наблюдая свои внутренние психические процессы со стороны. Затем, пристальное самонаблюдение переходит в самоанализ, в котором путем размышления, с помощью ряда подбираемых вопросов и искренних ответов самому себе, идет процесс извлечения наружу своих внутренних демонов. Рассматриваются под разными углами и делаются осознанными, глубоко вложенные внутрь страхи, боли, предубеждения и программы, которые по жизни несут страдания не только себе самому, но и окружающим. В основе высвобождения стоит умение прощать себя и того человека, те родословные, что связаны с возникновением темной бессознательной части своего «я». При этом, высвобождаются и интегрируются собственные бессознательные аспекты,
А также появляется возможность выходить на дорогу золотой середины. Освободившееся внутреннее пространство заполняется магнитными тонами языка света. Теория самоанализа практически не развивалась, поскольку подавляющее большинство людей акцентировано только на внешней реалии. Не было ответов на вопросы, что существенного может дать самоанализ, кроме избавления от некоторых стрессов, и куда, в конце концов, приведут такие неимоверно тяжкие усилия, связанные с тем, чтобы постоянно смотреть внутрь себя, в глаза всем своим страхам, и настойчиво высвобождать таковые. Теперь, когда открываются широкие знания реальности, и стало известно о полном физическом вознесении, приходит понимание об огромной преобразующей силе, которую несут в себе интроспекция и самоанализ. Поэтому, восходящим людям, есть смысл заняться именно и серьезнейшим образом. При выполнении условий регулярного заземления, выражения основных намерений при засыпании и пробуждении, проведения восстанавливающих медитаций и вмещении языка света, многие восходящие довольно быстро поднимаются до уровня 1800 единиц. Дальнейшее продвижение, если отталкиваться от родословных и голограмм, требует от восходящего человека желания, и по большей части врожденного умения копать внутрь себя, и вытаскивать наружу все, что находится в собственном бессознательном, тем самым интегрируя бессознательные аспекты своего «я», и двигаясь в сторону полного сознания. Путь вознесения каждого восходящего человека уникален, ибо у каждого свой специфический набор кармы, стереотипов и мыслеформ, которые необходимо осознавать и высвобождать. В жизненных реалиях, одни восходящие, резонируют с опытом одного, другие с опытом другого посвященного, а кто-то не резонирует ни с кем, прокладывая в вознесении свою неведомую ранее тропу. И все же, каждому восходящему необходимо составлять ряд близких себе ежедневных намерений медитаций, причем со временем добавлять новые, и варьировать их в зависимости от внутреннего состояния, своих потребностей и обретенного опыта. В связи с этим, будет выстраиваться собственная энергетическая сигнатура возносящегося поля, характеризующая восходящего человека как уникальную единицу вознесения. Опыт вознесения других восходящих людей может оказывать здесь определенную поддержку, особенно в начале пути. Однако, в конечном счете, каждый выстраивает собственную неповторимую тропу, не соответствующую ни одному шаблону, ибо каждый восходящий, в ходе исследования внутренних реалий, интегрирует только своих предков с их специфичными проблемами, наработками и способностями. Каждый, на пути вознесения должен стремиться стать собственным учителем и врачом, слушая только своих внутренних бога и богиню, проводя самоисследования, вмещая язык света и язык единого, подбирая необходимые намерения и методы детоксификации для рассеивания плотности в поле и дальнейшего вознесения. Параллельно, должно идти интегрирование собственных предков, вместе с возможностями и способностями, которые они несут. Не так уж давно, невозможно было и помыслить о подобных знаниях, которые раскрываются сегодня, благодаря вознесению Земли и природных царств, включая небольшую часть человечества. Ведь так или иначе, мы ежедневно делаем какой-то выбор, и к чему-то движемся,